Наш второй доклад Андрей Жуков, кандидат исторических наук. И тема будет касаться потопной катастрофы или катаклизма. Я назову, да. Вот. Пожалуйста, начинаем. Включен? Нет, не включен. Раз, два. Хорошо всем слышно, да? Да. Еще раз всем официально добрый день. Значит, название доклада у меня сегодня «Великий потоп как наказание за грехопадение человечества». Я прошу прощения, тут будут небольшие накладочки, потому что у меня вчера накрылся компьютер, вот, и я остался без распечатки текста, поэтому буду читать на память. Единственный минус — придется обойтись в основном без прямых цитат из источников и очень мало картинок, то, что Алексей мне подбросил, вот, пяток картинок. Ну, чисто для заставки. Ну, сами понимаете, что если мы говорим о допотопной истории, то фото и видео документов осталось очень мало с той эпохи. Вот. Ну, для начала введение. Значит, оно касается двух аспектов. Первый — источниковедческий. Дело в том, что когда читаешь исторические книги, вот, порой складывается впечатление, что их авторы были непосредственными участниками событий 2-3 тысячелетней давности. Так у них все четко расписано, по полочкам разложено, будто они стояли и свечку держали при каждом событии. На самом деле дело выглядит совершенно противоположным образом. Дело в том, что до нас дошло очень небольшое количество древних письменных источников. Если мы вспомним Александрийскую библиотеку, то по сведениям разных античных авторов цифры очень сильно разнятся. Одни авторы называют объем в 40 тысяч свитков, другие в 10 раз больше, 400 тысяч свитков. Сколько раз библиотека горела, неизвестно точно, но упоминается минимум о 3 пожарах. И в конце концов, в общем-то, всего это наследие исчезло уже как бы в период арабского завоевания. То есть в лучшем случае, вот, конечно, посчитать здесь невозможно, но мне кажется, по самым оптимистическим этим самым оценкам до нас дошел 1% из тех письменных источников, которые были в распоряжении у древних историков и писателей 2-2,5 тысячи лет назад. Вот вспомните, кстати говоря, хорошо известного всем персонажа по имени Герострат, который в 356 году до новой эры сжег храм Артемиды в Эфесе. Кстати говоря, пару слов об этом храме, потому что он был еще в античные времена причислен к 7 чудесам света, и не мудрено, потому что второй храм, который и был сожжен, считался первым античным храмом, построенным из мрамора целиком. По исторической легенде, там случайно, недалеко от храма, от места стройплощадки, где потом был воздвигнут храм, нашли месторождение мрамора, то есть далеко не надо было возить. Построили храм, строили его 200 лет, второй храм. Первый был храм построен где-то в 7 веке до новой эры, а второй строился 200 лет, с начала 5 по 4 век до новой эры. Строился он на болоте, потому что Эфес входит в сейсмоопасную зону. И, соответственно, вот пример древних высоких технологий. На болоте вырыли огромный котлован, застелили несколькими слоями, как пирогом, мешками с овечьими шкурами, пересыпая песком, потом опять мешки. То есть создали такую подушку антисейсмическую. И сверху уже поставили храм. По разным источникам древним его размеры составляли там, от 110 до 115 метров в длину и 45 или 55 метров в ширину. Но все источники, где упомянуты размеры этого храма, указывают однозначно, что высота колонн была 18 метров. То есть это был такой нормальный пятиэтажный дом из мрамора.
И на протяжении нескольких десятилетий, когда он успел просуществовать, по сути дела, храм Артемиды являлся таким бизнес- и политическим центром всего Восточного Средиземноморья. То есть помимо паломников, которые туда приходили, так сказать, с различных концов света, там заключались деловые сделки, политические договора подписывались. В общем, храм был чрезвычайно почитаем в античном мире, и недаром его причислили к 7 чудесам света. И вот здесь, как я никогда не устаю говорить, включаем голову. И вот нашелся там какой-то крестьянин по имени Герострат, который взял этот храм, поджег. Как потом его быстро вычислили по горячим следам и под пытками, что тоже существенно. Он, это как фиксируется в исторической традиции, он указал, что совершил это преступление ради того, чтобы прославить свое имя в веках. Поэтому постановлением суда было, помимо, так сказать, смертельного приговора, постановлено, чтобы нигде не упоминать его имя и предать забвению. Но современник, историк греческий Феопомп, упомянул имя Герострата в своем труде, и таким образом память о нем дошла до наших дней. А теперь, как я никогда не устаю говорить, еще раз скажу, теперь включаем голову. Как крестьянин мог пробраться ночью и поджечь 5-этажный мраморный дом? Если кто-то не был свидетелем, живым свидетелем пожара, то наверняка мы все видели по телевизору, как происходит пожар в жилом доме. Даже вот по одной из версий, внутри храма было огромное количество деревянной мебели, утвари и деревянной отделки. Вот якобы она и сгорела. Но, опять-таки, как минимум для этого нужно было притащить там, если не цистерну, то бочку горючего вещества, не масло там оливкового, которое не горит, а специально изготовленной горючей смеси и поджечь. Но в любом случае храм не мог сгореть дотла. Мрамор не горит. Он бы обуглился, закоптился бы, и потом осталось бы только почистить. Что-то здесь, то есть для того, чтобы уничтожить 5-этажное здание, посмотрите на то, что сегодня происходит на украинском фронте, там одной ракеты не хватит. Нельзя сжечь такое здание. Так что же произошло? На мой взгляд, произошла совершенно другая история. Вы этого не найдете в интернете, кстати говоря, я пытался, но нет ссылок. Дело в том, что при храме Артемиды была крупнейшая в античном мире библиотека. То есть тогда еще не было, через несколько десятилетий появится Александрийская библиотека, потом Пергамская, потом Римская императорская. Но вот в середине IV века до новой эры библиотека храма Артемиды была крупнейшей в античном мире. И, кстати говоря, по историческому преданию, Герострат поджег храм в ночь, когда родился Александр Македонский. И сама богиня Артемида была настолько занята, так сказать, рождением будущего владыки мира, что забыла про свой храм. Это, естественно, такой исторический миф. То есть, на мой взгляд, это вот сейчас, спустя тысячелетия, информация, естественно, трансформировалась, превратился вот в такой вот миф. Геростратова слава стала нарицательным выражением. Но, на мой взгляд, это была специальная диверсия по уничтожению крупнейшей библиотеки античного мира. Ничего, как говорится, не нового под луной. В январе 2015 года сгорел и НИОН. Если кто не помнит, это Институт научной информации по общественным наукам. Отдельно огромно стоящее здание с сотнями тысяч единиц хранения. Там огромный был отдел рукописей. Я там, когда учился в аспирантуре, 4 года в НИОНе провел, как на работу ходил, потому что там действительно можно было литературу найти по археологии Южной Америки, которой в Ленинке не было. А вот там было, я даже нашел там подборку журналов по археологии Аргентины, причем не федеральных, а провинция Сальта.
То есть провинциальный журнал вот, археологии там, за какие-то 60-е, 50-е годы. В ИНИОНе было. Вот представляете, где-нибудь в библиотеке Буэнос-Айреса нашлась бы подборка какого-нибудь томского вестника за 50-е, 60-е годы. А в ИНИОНе было. Вот, естественно, все это списали на короткое замыкание, но, на мой взгляд, это была такая же Геростратова диверсия. Таким образом, первый аспект, о котором я хотел сказать, это именно недостаток информации, который дошел до нашего времени и которым мы можем распоряжаться. То есть мы работаем с очень ограниченным массивом данных о древности, тем более о глубокой древности. Позже я подробнее остановлюсь на имеющихся источниках. И второй аспект, который я хотел затронуть в введении, все-таки речь пойдет о катаклизме, о Великом потопе в локальной традиции, в ближневосточной. Потому что вот я на прошлом докладе рассказывал, во всех частях света, у разных народов мира сохранилось воспоминание об этом катаклизме, но в данном случае сегодня я рассматриваю только ближневосточный вариант и примыкающий немножко греческую традицию. А что такое Ближний Восток? Вот, если взять глобус и большим пальцем можно закрыть весь центр Ближнего Востока, вот, откуда, так сказать, и происходят источники. Собственно говоря, утром я сегодня это и сделал, проверил, да, большим пальцем закрывается. То есть это речь пойдет о локальной традиции. Кстати говоря, глобус надо дома иметь, вот, или хотя бы карту мира. Чисто практический, психологический прием. Утром вы просыпаетесь, да, сразу какие-то мысли приходят, там кто-то на работе, проект горит, там к начальству идти, там ребенка в поликлинику везти. Посмотрел на глобус и понимаешь, что сейчас вот в мире огромные тысячи людей умирают от голода, тысячи гибнут в локальных конфликтах, тысячи умирают от болезней. Ну и что там моих проблем? Вот, то есть, подчеркиваю, это сегодня речь пойдет о локальной традиции, о допотопной истории. Кстати говоря, для разгрузки вспомнил школьный анекдот на эту тему. Петька с утра выползает с бодуна из казармы на 4 маслах, поднимает голову и видит, Василий Иванович идет в троечке, на бабочке с огромным букетом роз. Василий Иванович, ты куда? Да вот, Петька, иду я на Анке жениться. Да ты что, Петька? Анка, она же со всей Кубанью спит. Да. Почесал Василий Иванович репу, развернулся, ушел к себе в штаб. На следующее утро Петька выползает на 4 маслах из казармы. Опять Василий Иванович. В троечке, на бабочке с букетом роз. Василий Иванович, ты куда? Ну как, я же тебе говорил, иду на Анке жениться. А я тебе говорил, она со всей Кубанью спит. Да брось ты, Петька, посмотрела вчера на глобус. Ну и что там той Кубани? Вот, это вот про глобус. Ну ладно, с юмором закончили. Вот, и с введением тоже. То есть, еще раз повторюсь, очень ограниченное количество древних источников. И говорить мы будем сегодня о локальной ближневосточной традиции допотопной истории. Значит, что касается источников, их, мягко выражаясь, по пальцам одной руки пересчитать. Ну, как мы все знаем, это упомянуто в Ветхом Завете. Я, кстати говоря, прочитаю там совсем 4 или 5 абзацев. Кроме того, наиболее подробное описание событий до потопа сохранилось в книге Еноха. Енох — это 8-й патриарх, который считается прямым прадедом Ноя. То есть Ной был, так сказать, из семьи праведников. И Енох был при жизни взят на небо, где удостоился чести получить небесное знание. А потом как бы вернулся на землю, часть знания передал своим потомкам, и потом опять был забран на небо и как бы получил там вечную жизнь.
То есть один из нескольких, по-моему, 3 ветхозаветных персонажей, который был при жизни взят на небеса и остался у трона Господнего. Значит, первым веками до новой эры датируется произведение, которое так и называется «Книга Еноха». Потому что, естественно, не он ее писал, но он является там главным действующим лицом. До нас дошли 3 варианта этой книги: эфиопский, славянский и еврейский. Причем в Европе, начиная с раннего христианства, книга Еноха была подвергнута остракизму, и, собственно говоря, всплыла она и стала доступным исследователям европейским только в конце XVIII века, но при этом, почему говорится о славянской книге Еноха, она как апокрифическое издание на Руси переписывалась и была в обороте. То есть только у нас книга Еноха входила, так сказать, в оборот. Извиняюсь, не только у нас. В Эфиопии, в эфиопском христианстве она была включена в состав Библии. Вот 2 страны, где книга Еноха сохранилась. И вот в первой книге, в эфиопском варианте, которая состоит из 5 частей, первая часть так и называется «Книга стражей». Вот ею я и буду пользоваться. Второй источник — это остатки, всего дошло до нас 22 фрагмента книги «Вавилония», которая была написана в 3 томах жрецом бога Бела или Мардука Беросом, который жил в IV-III веках до новой эры. То есть примерно та же самая эпоха, то есть IV-III века до новой эры. Значит, он был жрецом в храме Мардука в Вавилоне, где также была огромная клинописная библиотека, которой Берос и пользовался. И в результате написал вот 3-томную Вавилонику или халдейскую историю. Но, к сожалению, она дошла только вот в небольших фрагментах, но часть фрагментов касается как раз рассматриваемой сегодня темы. Кроме того, есть, так сказать, небольшие куски информации тоже в апокрифической книге юбилеев, это 2 век до новой эры, и упоминания у некоторых античных писателей, в частности, у еврейского историка и военачальника Иосифа Флавия, более всего известного своим фундаментальным трудом «Иудейские войны». У него есть несколько фрагментов, которые касаются интересующего нас момента. Сейчас, одну секундочку, извините. Ну и еще у нескольких авторов есть как бы упоминаниями, ну, как правило, это ссылки на того же Бероса. Итак, перейдем, так сказать, собственно, к теме непосредственно. Значит, я начну тогда с Ветхого Завета. В книге «Бытия», глава 6, упоминается именно вот о том промежутке, который, истории человечества, который предшествовал Великому потопу. Ну, Ветхий Завет, особенно книга «Бытия», вещь очень противоречивая и, мягко выражаясь, компилятивная и, ну, сжатая. Ну, вспомните, кстати говоря, кто помнит текст, там, по-моему, в 3 главе, где говорится о создании Господом человека, на одной странице с разницей в несколько глав дважды упоминается. Значит, сначала, в первом случае, Господь создал мужчину и женщину, а через несколько абзацев он пишет, что Господь создал человека Адама, а потом из его ребра сделал ему женщину. То есть на одной странице 2 совершенно противоречивых постулата о создании человечества. Что касается предпотопной истории, вот я даже ее зачитаю, там, я говорю, по-моему, 4 или 5 абзацев. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих и брали их себе в жены. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, в смысле исполины, издревле славные люди. И тут же
И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков. Вот, собственно говоря, то, что говорится об этом, так сказать, периоде истории в Ветхом Завете. Но благодаря сохранившимся фрагментам работы Бероса и книги Еноха мы имеем более обширную информацию. Значит, начнем сначала с сынов Божиих. Значит, начиная примерно со II века новой эры, то есть с эпохи раннего христианства, среди христианских богословов эта тема вызывала оживленные дискуссии вплоть до нынешнего времени. Потому что действительно природа сынов Божиих, кто они такие и что они тут забыли, была весьма спорной. Ну, в ранней традиции, во II-III веках, считалось, что сыны Божии, и в разных источниках ранних христианских, где-то даже не сыны Божии, а ангелы Божии, богословы считали, что сыны Божии — это воплотившиеся в человеческую плоть духовные сущности, известные как ангелы. Вот. И как бы уже в материальном теле они, так сказать, связались с людскими женщинами, которые принесли потомство. В IV веке, благодаря прежде всего безусловному глобальному такому авторитету Иоанна Златоуста, возникла вторая версия, что сыны Божии — это потомки Сифа, третьего сына Адама и Евы, то есть представители знатных родов. Вот они как раз и были сынами Божьими и создали всю эту историю. Но на сегодняшний день, все-таки, как, насколько мне известно, все-таки первая версия о том, что сыны Божии — это именно воплощенные ангелы, преобладает, потому что никаких оснований в древних письменных источниках считать это сынов Божьих потомками Сифа нет. Есть предположение, что Иоанн Златоуст пользовался не тем переводом на греческий Ветхого Завета, и поэтому сам вот так вот это истолковал. Но благодаря его авторитету эта версия получила достаточно широкое распространение в эпоху раннего христианства. Ну, кроме того, у того же Бероса, давайте я сейчас не буду, поскольку у меня нет распечатки с прямыми цитатами, где есть возможность, я буду ссылаться там либо на Еноха, либо на Бероса, поскольку они, так сказать, наиболее полно приводят. Значит, согласно Еноху, по указанию Господа 200 ангелов были посланы на землю с чисто, говоря современным языком, прогрессорской целью. То есть они должны были научить человечество основам цивилизации, начиная от земледелия, заканчивая ремеслами, искусством, письменности и законом. И, кстати, у Еноха приводится там список поименный, какой из ангелов чему учил человечество. Кстати говоря, вот, вспомним нашего великого русского писателя, вот, у Еноха указано, что Азазел научил людей делать там панцири, мечи, то есть металлургии. Также научил их волшебству, заклятиям и собиранию трав. То есть он дал искусство металлургии плюс искусство, мягко выражаясь, магии. Между прочим, если мы вспомним нашу отечественную, так сказать, недавнюю историю, ведь в любом, так сказать, поселении русском, где был кузнец, он же тоже считался, ну, во-первых, естественно, был авторитетнейшим человеком, но при этом считалось, что он как бы вводит, так сказать, ну, владеет волшебством. Ну, на мой взгляд, это вполне логично, потому что, вот если так посмотреть, ведь кузнец, он работает со всеми 4 стихиями. Железо — это стихия земли, огонь, понятно, стихия огня, воздух без
искусственного поддува при помощи мехов, металлургии железа невозможно. Ну и, наконец, вода, потому что закалка металлического изделия происходит в воде. То есть кузнец работает с 4 стихиями, и недаром кузнец считался всегда у нас, так сказать, своего рода волшебником. Так вот, именно Азазель дал людям, согласно Еноху, знания металлургии и заклинаний. И здесь я хочу сделать специальный акцент. То есть передача знания ангелами людям явилась, об этом я скажу потом подробнее, одной из причин, одним из аспектов, который был позже назван грехопадением. И в результате, помимо того, что ангелы, воплотившиеся, работали в качестве прогрессоров, потом они впали в грех. Кстати говоря, вот Иосиф Флавий пишет, что 7 поколений, на протяжении 7 человеческих поколений ангелы пребывали в добродетели, вот, и выполняли свою функцию прогрессоров. А потом они впали в грех, то есть связались с человеческими женщинами. Хотя трудно сказать, что если мужчина вступает в связь с женщиной, назвать это грехом смертельным. Глупо, потому что это естественный процесс. Вот. Но, сейчас, секундочку, вот небольшая заминка. Я воспользуюсь цитатой из книжки, поскольку нет распечатки. Согласно Еноху, суть была не в этом. Суть была в том, что сыны Божии, а Енох называет их стражами или бодрствующими, открыли своим женам недозволенные небесные тайны, которые с тем, чтобы наиболее сведущие из сынов человеческих смогли применять их на практике. И благодаря этим знаниям потомки получили колоссальную власть над природой. В частности, вот дословно, они умели охватывать небесный свод, способствуя низведению дождей. То есть потомки стражей получили власть над природными силами. Кроме того, также у Еноха он как бы передает упрек Господа, адресованный стражам. Вы были на небе, и хотя сокровенные вещи не были еще вам открыты, однако вы узнали незначительную тайну и рассказали ее в своем жестокосердии женам. И через эту тайну жены и мужья причиняют земле много зла. То есть в этом коротком пассаже указано на то, что овладение небесным знанием, которое получили люди, привело к прямой угрозе планете. То есть, говоря сегодняшним языком, сложилась ситуация обезьяна с гранатой. Обезьяна, как и человек, существо любопытное, и сами понимаете, в чем суть, что рано или поздно дернет за кольцо. И вот именно это, на мой взгляд, и следует считать грехопадением. Не то, что стражи сошлись с земными женщинами, а то, что они самовольно передали еще не готовым для этого людям, скажем так, небесные знания. То есть дали им возможность управлять природными стихиями. И из-за этого возникла реальная угроза, в общем-то, жизни на Земле. Это первая причина. И вторая, то, что, как я уже процитировал, от союза стражей и земных женщин появилось поколение исполинов или гигантов. Это как бы вот в Библии очень двойственно, да? Я вот еще раз повторюсь, то есть одна фраза, что исполины — это сильные, издревле славные люди, и увидел Бог, что велико развращение человеков на земле. И наслал, так сказать, потоп. Но дело в том, что вот опять-таки и у Еноха, и у Бероса эта тема раскрывается более подробно. А именно,
значит, союза небесных стражей и земных женщин все обладали огромным ростом и, соответственно, огромной силой. Более того, судя по всему, они уже изначально по факту своего рождения, то есть, это вот, то есть они считались человеками, потому что они могли также вступать в союз с земными женщинами, обычно не очень удачно. А при этом это был гибридный вид. То есть у нас даже есть предположение, что вот союз все-таки стражей и земных женщин это было не их самовольство, а определенная попытка опыта генетической инженерии. Опыт оказался неудачный. Дело в том, что поколение исполинов, которые родились от этих союзов, выросло поколением психических уродов. То есть они, как это пишет и Берос, и в книге Еноха указано, они обладали огромной силой, огромной злобой и ненавидели род человеческий, питали слабость, в смысле тягу к насилию и войне, уничтожали людей и, более того, в какой-то момент, достаточно ранний, они сначала стали пожирать плоть друг друга, пить кровь, а потом начали употреблять в пищу людей. В принципе, это объяснимо, потому что, если речь идет, нигде в источниках не указывается реальный рост этих гигантов, только, по-моему, у Флавия говорится, что они там имели 1000 локтей в высоту, то есть 500 метров. Но это, конечно, явно преувеличение. Но в любом случае, как исторически фиксируется, там, буквально вот последние, там, в 16 веке в Патагонии, последние там племена великанов, которые имели рост в 3,5 метра, то есть самый высокий испанец, там, метр 80, дышал в прямом смысле местным гигантом в пупок, то есть они были 3,5 метра ростом. Соответственно, если когда мы говорим о допотопных исполинов, им нужно было, мягко выражаясь, жрать, и жрать много. А на корешках и ягодах, естественно, долго не проживешь. Соответственно, им требовалось мясо. Охота тоже не может обеспечить необходимое количество мяса, и если тогда еще не было, так сказать, обширного скотоводства, естественно, что они перешли на каннибализм. И, соответственно, по-моему, у Бероса говорится, что исполины поставили себе задачу поработить род человеческий. Ну что значит поработить? В моем понимании это, то есть, превратить людей в домашний скот и обеспечить таким себе стабильную кормовую базу. У Бероса также есть более, так сказать, страшные уточнения о том, что исполины питались плотью мертворожденных младенцев, потому что женщины человеческие, с которыми они вступали в связь, как правило, умирали или рождали мертвецов, но более того, исполины специально изгоняли плоды младенцев из утроб женщин, чтобы употреблять такой вот, как молодых ягнят, да, в пищу. То есть каннибализм явился, по мнению античных авторов, одной из главных причин потопа. Кстати говоря, сейчас. По-моему, у Еноха написано прямым текстом, что когда Господь увидел это непотребство, то есть я имею в виду каннибализм исполинов, он и наслал на них воды потопа с целью уничтожить именно поколение исполинов. Там же пишется, что до этого Господь тоже истреблял исполинов при помощи грома и молний, но они не имели страха перед Богом, и, в общем, их это не останавливало. Поэтому именно
Великий потоп был нацелен на то, чтобы смести их с лица земли. Кстати говоря, в греческой традиции есть два момента. Значит, существует миф о Ликаоне. Достаточно он был распространен в античные времена, да и в эпоху Возрождения тоже имел место быть. Значит, в чем тут суть? Ликаон — это сын Пелазга, первого царя Пелазгии или Аркадии, который наследовал, так сказать, царство после смерти своего отца. И он основал город Ликасура, который считается чуть ли не самым древним городом Греции. Он учредил культ Зевса Ликейского, всю свою территорию своего царства разделил по одной версии на 22 удела, потому что у него было 22 сына. По другой версии у него было 50 сыновей. Вот, то есть вот такой вот праведный царь, понимаете ли, и казалось бы, что здесь такого. Но до олимпийских богов дошли слухи, что помимо официального культа Зевса, Ликаон практикует ритуальный каннибализм. А это как раз было в эпоху исполинов. То есть можно сказать, что каннибализм от гигантов перешел в человеческую среду. Возможно, только к правящей верхушке, а возможно и был более широко распространен. Правда, ни в одном из источников не упоминается, если это ритуальный каннибализм, кому была, так сказать, направлена эта традиция. Ну, явно не Зевсу. И, в общем, Зевс, согласно мифу, решил проверить это и явился в дом Ликаона в качестве простого путника. Ну, Ликаон тоже был непростой человек. Он понял, что перед ним Бог в образе человека, и решил это проверить. Он подал ему суп, в котором вместе там, с овечьими потрохами, кишками были части тела, по одной версии его сына Никаона, по другой его внука. Ну, естественно, Зевс это сразу распознал, перевернул стол и, так сказать, нанес наказание. По одной версии он всех испепелил молнией, по другой версии мифа он испепелил всех, кроме старшего сыновей Ликаона. Сам Ликаон выскочил и превратился в волка, то есть и стал человеком-оборотнем. Но самое главное, что в наказание, то есть Зевс не только наказал семейство Ликаона, он решил истребить, очистить землю от рода человеческого и наслал на землю воды потопа, который по греческой традиции называется Девкалионовым потопом, потому что в этом потопе выжила только одна пара, Девкалион и его жена Пира, которые после спадения вод потопа вышли на сушу, собирали камни и бросали их через плечо. Те камни, которые бросала Пира, превращались в женщин, ну а те, которые бросал Девкалион, превращались в мужчин. Этот потоп, Девкалионов потоп, и ассоциируется с ветхозаветным Ноевым потопом. Дело в том, что в древнегреческой традиции говорится о трех потопах последовательно: Агиев, потом Девкалионов и третий Дарданов, или Черноморский потоп. И из этих трех потопов только Девкалионов потоп был явлением, то есть наказанием за грехи человеческие, и только во время Девкалионова потопа спаслась пара при помощи ковчега. Потому что Девкалион и Пира, как и ветхозаветный Ной, спаслись от потопа в ковчеге. А Агигиев потоп и Дарданов не считаются наказанием божественным. Они как бы такие стихийные явления, а Дарданов вообще локальный потоп. Считается, что в результате него образовались Дарданеллы, то есть пролив. А до этого Черное море было изолировано от Средиземного. То есть такое локальное явление. Таким образом, в греческой традиции тоже повторяется, ну что логично, ближневосточная традиция и, соответственно,
Ну и, соответственно, в некоторых вариациях, потому что бросать камни, которые превращаются в людей, это, я думаю, уже поздние трансформации такие народные. И еще один аспект хотел бы затронуть, но это версия, которая имеет мало прямых подтверждений, это такие оговорки, которые можно только толковать. В Ветхом Завете говорится: «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Очень странная такая, да, фраза, непонятная, что значит «всякая плоть извратила путь свой на земле». У Еноха говорится, что исполины замыслили уничтожить людей и пожрать их, и они начали грешить и против всех птиц, и зверей земных, и пресмыкающихся, и животных, обитающих в воде и в небесах, и рыб морских, ну и пожирать плоть друг друга и пить кровь. Что значит грешить против животных, птиц, рыб, пресмыкающихся? Очень странный такой же фрагмент, так же странный, как и в Ветхом Завете. Вот у нас есть, так сказать, предположение, что здесь так вот завуалированно речь идет о, как бы это правильно сказать, о том, что исполины, используя небесное знание, которые передали стражи через их матерей, занялись генетическими мутациями. Вот. И это получило массовое распространение, и вот это и есть «всякая плоть извратила путь свой на земле». Но я еще раз подчеркну, что это вот интересное предположение, но оно основано буквально на 2-3 вот таких вот завуалированных фразах из Ветхого Завета, книги Еноха, и, по-моему, еще у Флавия что-то подобное упоминается. Таким образом, сейчас, секундочку. Я заканчиваю и хотел бы сделать краткое саммари, ну, чтобы доклад получился несколько такой, не то чтобы рваный, расплывчатый. Значит, в определенный период времени на Землю спустилась группа небесных сущностей, которые, воплотившись в человеческие тела, начали выполнять роль прогрессоров, обучать людей основам цивилизации. Через некоторое время они вступили в браки с земными женщинами, и от них появилось поколение исполинов. Почему они сразу это не сделали? Ну ладно, это уже детали, смысла нет тут гадать и строить какие-то гипотезы. Фиксируется сам факт. И это называется грехопадением, отсюда и название стражей «падшие ангелы». Хотя, как я уже говорил, ничего в брачном союзе между, пускай даже воплощенным ангелом и женщиной, ничего греховного нет. Значит, поэтому, я еще раз повторюсь, мы рассматриваем здесь 2 аспекта грехопадения. Первое, то, что от этого союза появился новый подвид человеческих существ, гигантов, которые получились изначально психически ненормальными существами, злобными, гордыми, и в силу своей физиологии перешли на каннибализм. И попытались вообще таким образом превратить человечество, напоминаю, что мы говорим о конкретном локальном регионе, в домашний скот в качестве кормовой базы. И второй аспект грехопадения — это то, что стражи через своих жен передали своим потомкам, прежде всего гигантам, небесные знания в том объеме, которым они обладали. Помните, я упоминал фрагмент из книги Еноха о том, когда Господь упрекал стражей уже после передачи и упомянул, что вы нахватались, там, мягко выражаясь, верхушек. Но этого хватило, чтобы поставить под угрозу жизнь на земле. Вот сложившаяся ситуация и привела к тому, что Господь, ну, в греческом варианте Зевс,
инспирировал, в смысле, инициировал глобальный катаклизм, который сегодня мы называем потопом, который и, в общем-то, уничтожил практически все человечество, за исключением праведника Ноя и его семейства, хотя по тому же Пересу Ной взял в ковчег и всех мастеров, которые делали ковчег. Это не голливудский вариант, где сам Ной все рубит и таскает на себе. По Пересу на него работала группа профессиональных мастеров, которые, собственно говоря, и сделали ковчег. И когда воды потопа спали, значит, Ной, выбравшись, так сказать, со своим семейством на землю, так сказать, кстати говоря, согласно книге Еноха, он как бы вышел на землю, принес жертву, прочитал молитву и исчез. И больше никто не видел. По одной из древних, в смысле античных версий, Ной, как его прадед Енох, был взят на небеса. А человечество пошло от тех, кто остался в ковчеге, когда Ной первым спустился на землю. Соответственно, отсюда и пошло новое человечество. Кстати говоря, еще один такой момент, который отсутствует в Ветхом Завете, но присутствует во фрагменте у Бероса. В ковчег Ной взял одного из гигантов по имени Ог. Причем тот не помещался в ковчег, поэтому все время он провел привязанный на крыше ковчега. Отсюда нам известно и по археологическим останкам, и по мифологическим и историческим раса великанов, которая дожила вплоть до последние великаны, вплоть до середины XIX века на территории юго-запада США. То есть одного гиганта из потомков падших ангелов Ной спас. Поэтому и раса великанов тоже возобновилась. Вот, собственно, я надеюсь, что достаточно внятно подвел, так сказать, итог. Поэтому я заканчиваю. Какие-то вопросы? Спасибо большое. Итак, начинаем вопросы. Кто следующим хочет задать, пожалуйста, поднимайте руку. Андрей, как вы думаете, вот в голодное время, в трудное время, даже сейчас были такие моменты, что был каннибализм. Вот скажите, это именно в человеке происходит просто потому, что себя спасти, то есть момент выживания, или это есть какие-то вот с каких-то далеких времен генетически где-то чего-то просыпается и человек становится подобным зверю? Как вы думаете, вот ваше мнение? Ну, мое мнение, естественно, не профессионально в этом плане. Дело в том, что то, что я встречал, как бы, каннибализм трудно исследовать, тем более в нынешнее время, да, потому что он спорадический. Но я встречал информацию, что человек, употребляющий в пищу человеческое мясо, у него очень быстро меняется не только психика, но и физиология. То есть это противоестественно человеческой натуре. Если мы посмотрим на природу, хищники, они, естественно, живут на мясной диете, но это они питаются мясом других зверей. Хищники не пожирают друг друга. И для человека это не должно быть свойственно. То есть, отвечая на ваш вопрос, это от безысходности. Еще вопросы? Нельзя чуть подробнее о керастрации? То есть, вот, что значит сжег храм? Вы правильно сказали, там, библиотека — это серьезнейшая из версий, но библиотека могла занимать какой-то предел. Что было с храмом после пожара? Вот, и то есть, вот, хотелось бы чуть картину довести до картины маслом. Что вы можете сказать? Это еще... Ну, на самом деле, во-первых, подробно не изучал эту тему, но знаю, что информации по этому вопросу не так много. Во-первых, это происходило в период персидского владычества, то есть Эфес находился под властью персов. И персы совершенно не тронули храм Артемиды, не покусились на его богатство, а наоборот, так сказать, под их эгидой продолжалось там богослужение.
А Герострат якобы сжег не только, чтобы прославиться, но и как бы в противовес персидскому владычеству. И согласно сохранившимся сведениям об этом событии, храм сгорел дотла. Через несколько десятилетий был восстановлен, это уже был третий храм. То есть, согласно дошедшей до нас информации, храм был уничтожен. Хотя я об этом специально вначале сказал, я не представляю, как при помощи пожара можно уничтожить мраморное здание величиной с пятиэтажный дом. Да. Не знаю, слишком мало сведений, подробностей нет. Да. Спасибо. Угу. Следующий вопрос. Андрей, подскажи, пожалуйста, вот вы предполагаете, что грехопадение значит какое-то генетическое изменение, да? Но современные науки, генетики, для генетических опытов требуется очень серьезное оборудование, лаборатории и промышленное производство, в конце концов. Вот. Каким образом могли достаточно небольшая как бы, группа гигантов заниматься такими вещами? Достаточно сложными генетические опыты, да? Ну, отвечу по-простому. Мы рассуждаем с точки зрения современной техногенной цивилизации, а в данном случае речь идет о допотопных людях, которые владели небесным знанием. То есть им лаборатории, по сути дела, нужны не были. Я же говорил о том, что стражи через своих человеческих жен научили их то, что называется заклинанием и волшебству. То есть это, как бы, ну, говоря открытым текстом, это результат магического воздействия, то есть применение магии. Вот я так это понимаю, как бы, ну, не нужны были ему лаборатории, микроскопы там, или еще что-то. Спасибо. Еще есть вопросы? Любовь? Просто я как раз в продолжении вопроса. А тогда вот, как мы знаем, говорят, что ангелы, они бесплодны, да? Тогда каким образом они могли входить в контакт с женщинами земного происхождения, если они не имели никаких лабораторий, ничего подобного? Ну, это чисто предположение, конечно. Ну вот, кстати говоря, честно говоря, забыл вот остановиться на этом аспекте о физическом, так сказать, теле ангелов. Дело в том, что эта дискуссия, наравне как и дискуссия о природе сынов Божьих, длится со времен раннего христианства. И, в общем-то, согласно сохранившимся нескольким фрагментам, ангелы вполне могли иметь, ну, человеческое тело. То есть в той же книге Еноха говорится, что ангелы, они как люди. Более того, в книге Бытия упоминаются вот, гравюры 17 века про двух ангелов, которые пришли в Содом, чтобы, так сказать, провести разведку на предмет уничтожения этого города. И они скрылись в доме Лота, который их приютил, потому что им горожане грозили сексуальным насилием. Соответственно, прямой вывод о том, что они были абсолютно в человеческом теле воплощены. Также есть еще эпизод о патриархе Иакове, который боролся с ангелом и превозмог его, вплоть до того, что поставил ему условия: ты меня благослови, иначе я тебя не отпущу. То есть вот в отдельных фрагментах Ветхого Завета говорится прямым текстом о том, что ангелы, являясь, так сказать, представителями небесной иерархии, собственно говоря, ангельский чин — это низший из 9 небесных чинов, имели возможность воплощаться в человеческие тела. И, соответственно, таким образом они и вступали в союз с земными женщинами, сохраняя при этом свою небесную сущность. И, кстати говоря, по-моему, в книге Юбилеев или в книге Еноха говорится, что ангелам, когда они, так сказать, пребывают в своем духовном небесном состоянии,
я хорошо помню фразу, запрещено жениться и выходить замуж. Выходить замуж, значит, подразумевается, что ангелы были не только мужского, но и женского пола. То есть, воплотившись в человеческие тела и вступив в союз с земными женщинами, они при этом еще нарушили запрет на замужество, который лежал на них как представитель их ангельской, так сказать, ангельского рода. Ну, мы на этом закончим. Давайте поблагодарим Андрея еще раз.